Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. И сегодня у нас опять рубрика «Общажный повар». Я вам расскажу, в чем основная проблема общажного повара. Я не хочу переходить в нишу дневника еврея, вот Сан Саныч, где он реально, это у него спорт, типа взвесить одну лаврушечку, здесь столовая ложечка того-то, и вот у нас за 36 рублей получился жареный слон. Нет. Я хочу, чтобы более-менее адекватная и сытная еда выходила, но за нормальные деньги. То есть это типа немножко другая ниша. И здесь есть проблема. Например, сейчас мы будем делать целую кастрюлю вкусного, густого, нажористого лукового супа. Но, например, мы можем взять свежий розмарин и тимьян, но это, друзья мои, почти 100 рублей. А можем взять за 25 рублей прованские травы. Само собой, это не совсем то. Но здесь, наверное, можно сэкономить. Тем более, учитывая, что розмарина, тимьяна может и не быть свежего у вас. Либо в парке его выращиваете где-нибудь и подрезаете. Мы можем взять куриные остовы или говяжьи косточки. Но они тоже, как ни странно, стоят денег и вытягивают из вас время и деньги. Потому что вам придется купить не только говяжьи косточки, но еще вам придется купить душистый перец, пачечку. Вам придется купить лавровый лист, пачечку для того, чтобы, собственно, сварить нормальный нажористый бульон. Но мы можем заменить кубиками. Не обязательно, вы можете сами сварить бульон, купив куриных лап, но так проще. Это еще адекватно. И мы можем взять дешевое подсолнечное масло. Нам там понадобится реально четверть стакана. Но вот это мы себе позволить не можем. Нам придется взять хорошее сливочное. Конечно же, это не супер крутое сливочное масло. Это самое дешевое, которое я нашел. Это лента 82%. Но это сливочное масло. Потому что сливочное масло на вкус всего супа будет влиять очень сильно. Друзья, но и на самом главном в этом блюде нельзя экономить. Я прекрасно понимаю, что вы можете прийти в какую-нибудь ленту, Ашан, Карусель, окей, все что угодно, и посмотреть там уцененный, обсосный, фиговый лук, который проминается вот так пальцем, странно пахнет, и когда ты его разрезаешь, он такой уже бледненький, подплывший. Нет, из этого луковый суп делать нельзя. К сожалению, придется купить нормальный, хороший, твердый, тяжелый, упругий, вот такой вот каменный свежий лук. Друзья, сегодня необычный спонсор, который покупает пиар за деньги. Сегодня я хотел бы вам реально от души, от сердца, от себя, я хотел бы посоветовать своих друзей в Константе.ру. Они занимаются сборкой компьютеров, очень мощных игровых и обычных офисных, любых компьютеров на заказ, как вы попросите, под ваши нужды. Фишка в чем? Я очень часто вижу у разных блогеров компьютеры от фирм там за 500 тысяч рублей. Ты начинаешь думать, блин, а что тут так дорого стоит? Ты сам собираешь эту конфигурацию, оказывается, что он стоит 200. А на сайте висит она за 500. И ты такой, да откуда бабки-то такие? Очень просто. Они прикрутили пару лампочек, покрасили там это все спреем из баллончика через трафарет, и вот тебе уже компьютер за 500 000. В Константе делают не так. Они собирают компьютер, где каждая монеточка, каждая ваша копеечка идет в производительность, в FPS в играх, в скорость рендеринга или чем вы занимаетесь. Чтобы вы понимали, когда они собрали мой последний компьютер, мои подписчики пытались собрать такой же дешевле. Мол, а я подстебу, друже, ты переплатил. Никто из десятков моих подписчиков, кто пытался собрать дешевле, не получилось. Они не смогли собрать дешевле. А насколько они разбираются в компьютерах, я думаю, не нужно объяснять. Вы просто им говорите, в какие игры вы играете или чем вы занимаетесь, и они все собирают под вас, чтобы у вас все летало. До 1 сентября акция. Бесплатная доставка в твердой упаковке транспортными компаниями по всей России. А если вы живете в Питере, они вам домой все привозят, прямо до двери. Народ, запомните, в Константе собирают компы на все деньги. Ссылочка находится в описании. Огромное спасибо. Если планируете там до 1 сентября, летом, осенью собирать, добавляйте в закладки, не забудьте. Сразу напоминаю, сколько весит кастрюля. Она у нас весит 1387 грамм. Начнем с самого запарного. Нам нужно много лука. Очень много лука. Очень, много лука. Ну и мы, собственно, посмотрим, сколько килограмм у нас уйдет вот на такую кастрюлю. Лук будем резать относительно меленько, но кубики никакие нам не нужны. Напоминаю, как лучше всего резать лук. Оставляем жопку, которая соединяет всю луковицу целиком. Вот она соединяет. Ну и на другой половине тоже оставляем жопку, которая соединяет луковицу целиком. После этого можно сделать два вот таких вот прореза и режем. Можно опять два прореза.
и режем. Вы спросите, а какое же нужно количество лука? А количество лука, друзья мои, нужно такое, чтобы оно еле-еле влезало в кастрюлю. Смотрите, вот, например, у нас вот просто гигантское количество лука. Как только мы начнем все это дело жарить на масле, усядет оно раз в 6-7. Давайте взвесим, там сколько, 1400 грамм весила наша кастрюля. Посмотрим, сколько же лука мы использовали. Я его, видимо, купил слишком много. Но, короче, лука дофигища. Но сколько же на самом деле в граммах? Я не буду, наверное, вот эту вот шелуху всякую учитывать, потому что она совсем практически ничего не весит. Там 5 рублей вычтите или прибавьте. Вот столько. Короче, данная кастрюля лука у нас стоила примерно 50 рублей. Ну, вот столько вот. Но мы возьмем 60 рублей с учетом всех вот отрезанных жопок и всякого такого. Это с учетом того, что это нормальный лук. То есть это прям... лук хороший, ни одной гнилой лучины не было, какой-нибудь там с чревоточинами, разваливающийся. Это вот такой вот прям норм лук-лук. Не пытайтесь на этом экономить, не получится. Вы такие, ну он немножко жухлый, но он же все равно будет вариться. У вас дрянь получится, которую выбросите на помойку. Нет. Народ, я не знаю, будет ли развиваться рубрика «Общажный повар». Это зависит от вас, от ваших лайков, комментариев, что хотим эту рубрику или нет. Чего я делать в этой рубрике не буду, так это реально заниматься спортивной экономией. Например, сливочное масло, как я уже сказал, да, нужно купить, потому что его нужен большой кусок. Но, чтобы все это дело меньше горело, в том числе сливочное масло, нужна там столовая ложка обычного оливкового масла. Извините, оливкового, подсолнечного масла, само собой. Которое, как правило, у кого много, у кого есть. Еще нужна там буквально 2-3 столовых ложки муки. Я могу вот эту вот пачку муки, которая стоила 40 рублей, включить в стоимость. Хотите, сделайте это сами. Но такие вещи, как чайная ложка соли, чайная ложка перца, я не буду говорить, что их можно украсть где-то в общажной столовке или типа того. Нет, просто обычно это где-то на антресолях можно поискать, и обычно столовую ложку муки, которая осталась после блинов. И на самом деле из этой муки мы еще сможем сделать общажные сырники и общажные блины. Ставьте пальцы вверх, я это сделаю. Но я не буду приплюсовывать то, что обычно есть много где и чего нужна столовая ложка. Потому что это будет не совсем честно. Врубаем под сковородкой средний газец и сразу же наваливаем туда сливочное масло и немного подсолнечного, чтобы оно не горело. Там 2, 3, 4 столовые ложки. Ну и проталкиваем это вниз, чтобы там лук не подгорал. Вот туда. Вниз иди, уходи. Лучше открывайте окна, врубайте проветривание, вот, потому что очень много ядреного лукового аромата будет выходить при обжаривании этого блюда. Но в итоге должна получиться, ну не темно-коричневая, но такая светло-шоколадного цвета, карамельного цвета густая паста. Но не делайте это на слишком сильном газу, иначе слишком сильно будет пригорать. То есть оно пригорит, и вы потом будете это отскабливать. Пригаринки будут, но до этого должно все это дело у нас превратиться в кашу. Главное, не увеличивайте газ, или огонь, или что там у вас. И мешайте каждую минуту. Видите, насколько уже лук усел и сколько воды выделил. Вот так вот он уседает, и все, что мне остается, мешать его, кстати, стало очень-очень легко. Я вот такую железную поварешечку взял, оп-оп-оп-оп, сошкрябал там со дна, чтобы ничего не прилипало, и еще минутку жду. Пока мы сделаем вот что. Просто возьмем 4 бульонных кубика. Можно говяжьих, можно куриных, как хотите. Главное, чтобы было нажористо. В инструкциях на куриных кубиках любых производителей обычно пишут, что из одного кубика получается 1 литр бульона для вашего супа. На самом деле где-то пол-литра, то есть 0,5 густого бульона для супа самое то. То есть берите в 2 раза больше, чем на пачке написано, вы поняли. Все равно не стоит, ничего не стоит практически. Вот, собственно, и заливаем примерно 2 литрами кипятка. 4 кубика. Лук у нас начинает источать сладкий карамельный запах и становится вот такого цвета. Я думаю, что еще минут 5 и будет готово. В целом где-то у вас 20-30 минут уйдет на здоровенную кастрюлю лукового супа. Далее, по настоящему французскому рецепту, нужно добавить вино. Но, сами понимаете, что это у нас не в бюджете, поэтому мы добавим кислинку, все равно алкоголь выпарится, какой смысл платить за вино, если алкоголь весь мгновенно выпарится. Мы добавим обычного
яблочного уксуса, где-то на 2 килограмма лука, на 2 литра примерно бульона, где-то стакан яблочного уксуса. Вот, примерно у нас все уже карамелизовалось, глазировалось, но тем не менее, я не знаю, видно или нет, но на дне все равно черные пригарины. Как бы ты ни шкрябал, все равно они там остаются. Давайте уксусца. Главное, когда ливанете уксусца, особо не дышите над кастрюлей какое-то время. Почти стакан уксусца. Вот так. И сейчас уксусец все это отшкрябает. Деглазирует кастрюльку с луком супом. И не дышите вот этим дымом сейчас. В это время покупаем самый, купили-то мы раньше, берем самый дешевый батон, который можете найти. Он на самом деле по-любому будет нормальный. И подсушиваем его в духовке на мега огне. Главное, чтобы у вас были, не совсем мертвые такие сухари, но, не знаю, крутончики такие, знаете, полусухарики, которые не стыдно в Цезарь положить. Нужно подсушить их. Вот, все-таки общажный повар. Я бы, конечно, сделал это на сковородке со сливочным маслом, но это общажный повар. 2 столовых ложки с горкой хороших муки для того, чтобы весь наш суп хорошо загущался. Замешиваем. Пока никакую соль не добавляем, потому что мы не знаем, сколько ее нужно будет в конце. Вот так. Вот, посмотрите, это уже можно на хлебушек класть и есть. Луковый супец, йокаламане. И погнали бульон. Но сначала помешаем вот так, чтобы мука там вся разошлась, растворилась и немножко обварилась, прожарилась, чтобы не было мучного вкуса. Она впитывает много влаги, то есть получается такое прям... Вот такое. Заливаем. Вот. Отлично. Заливаем, размешиваем, уменьшаем огонь и засыпаем травы. Как я уже сказал, лучше бы розмарин с тимьянчиком, но, как говорится, 100 рублей может не быть и может не быть розмарина и тимьяна. Поэтому засыпаем обычные прованские травы. Кстати, тут в составе и так есть розмарин и тимьян, но еще куча всего другого. И вот этот пакетик уже стоит около 20-25 рублей. Хорошую вот такую пару даже чайных ложек для аромата. Ну и минут 10 ждем. Пускай она там разойдется, а наши крутоны подсушатся. Вот так. Ну и теперь можно уже добавить соль. Тут где-то 2 щепоточки я попробовал, хватит. И свежемолотый перец, или тот, который вы украли в своей школьной столовой. Или общажной. Я шучу, никогда ничего не воруйте, это была шутка. Честно вам скажу, это уже просто зашибись. То есть вот это вот, как ни странно, выглядит такое, как похлебка, но это вкусный, хороший суп, да еще и с говяжьим вкусом. Вот. Но подается он не так. Он подается с натертым сыром и с крутоном, то есть с сухарем, короче. И фишка в том, почему не просто с булкой, потому что булка мгновенно размякнет, а нужно, чтобы был все-таки сухарик поджаристый, только-только, который начал размягчаться супом внизу. Сейчас покажу. Но сначала натрем сыр. Я взял обычный российский сыр, даже не знаю, что сказать. Он плавится, пузырится, более-менее тянется и, обладает терпимым вкусом. Можно взять пармезан за 500 рублей, но это будет уже нифига не общажный повар. Вынимаем из духовки сухарики, то есть они как бы еще, поясню, они еще внутри мягенькие, вот, то есть их можно продавить, да, они вот такие. Внутри булочка, а снаружи уже как бы сухарик. Такое как. Ну и соберем порцию супца. Разливая половину по дороге, но это ничего. На самом деле, народ, я это сейчас попробовал. Это вот без всяких крутонов и без всякого. Это вкусно. Просто вкусно. Это прикольно. Густая такая луковая, говяжья от кубиков похлебочка. Сверху кладем сухарики. Вот так, чтобы, не знаю, как-нибудь так, чтобы были. Я не люблю размякший хлеб, но так как он у нас мега вот такой хрустящий, то размякать он будет долго. Плюс сейчас мы его сверху подзапечем. Просто натолкали сухариков и присыпали сырца. Единственное читерство в данном рецепте, что кучи сыра за 90 рублей, вот пачки российского, его на всех братюнь может не хватить.
То есть придется купить 2 пачки по 90 рублей. То есть вот я уже где-то процентов 20 сыра использовал. То есть на 5 порций хватит сыра, а на самом деле его гораздо больше. И в духовку на супер жар. У нас в этом случае это 250 градусов и горелка сверху работает. Окей. Ну вот у нас остаются хрустящие сухарики, но они стали чутка как бы размокать, и под ними вот это вот луковое безумие. Народ, это очень дешево. Серьезно. Пробуем. Сыр. Сыр тянется. Так, надо его только накрутить, а то он очень сильно тянется. Я скажу вам так. Это выглядит хуже. Оно выглядит хорошо, но хуже, чем на вкус. То есть лучок, он сладко-карамельный, с легкой вот этой кислинкой, с прованскими травами, похрустывает. И ощущение, что это сделано, на говядине, потому что там кубики, да? Ощущение, что там где-то мясо есть. Конечно же, мяса нет. Но это скрашивается сыром и вот этими вот хрустящими кусочками булочки. 65 дней, сколько она там стоила, сейчас посмотрим. Итак, интересно, сколько стоит такая порция? Если бы я пришел в ресторан, и мне подали такое, я такой, да, это неплохой супец. И посмотрел бы такой, за него просят 250 рублей. Я такой, ну да, наверное, вкусно, прикольно, отлично. Оно все настолько загущается, что ощущение производит такого лукового крем-супа. Прям луковый крем-суп. Это просто действительно вкусно. Я лично советую. Вот я лично советую, если вы не лука-ненавистник бешеный, если вы любите жареный лучок, там слегка пассерованный, чутка припущенный лучок, и вообще любите лучок, это отличное блюдо. Чё по баблу? Ну вот это вот полноценная порция. Она весит 760 грамм. Но тут, понятное дело, есть керамическая чашка. Сколько она весит? Хорошо. А сама тара весит 344 грамма. Так, то есть порция у нас, нормальная порция здесь с хлебом, с сыром. Сколько, короче? То есть порция у нас весит 417 грамм. Но это не борщ, она не жидкая, очень густая, с сыром. Поэтому если борщ пол-литра это норм, то здесь 417 тоже более чем норм. Прям такая плошка, которую мы съели. На самом деле я чутка только Саше дал попробовать. Он сказал, ой, вкусно, я бы еще доел, а я сам все съел на самом деле. Но это ничего. Тут еще целая кастрюля есть. Короче, я пишу 417 грамм одна порция. А сколько у нас всего получилось этого супа? 5111 минус кастрюля. Итак, если мы говорим о таких вот порциях, как мы сейчас показали и скушали, то у нас получается где-то 3751 грамм. Плюс то, что мы выложили, это 417 грамм. То есть у нас получается 4168 грамм. Да? Все правильно? Типа того. Учитывая, что у нас одна порция весит 417 грамм, и мы еще не добавили в остальные порции сыр и сухарики, у нас получается, ровно 10 порций, даже чуть больше. Но что по бабкам? 2 килограмма лука с запасом, 60 рублей. Прованские травы, 25 рублей. Масло сливочное, 60 рублей. Сыр российский, 90 рублей, но опять же, если вы хотите, чтобы этого сыра густо хватило на всех, нужно 2 пачки сыра. Но мы посчитаем одну, но это не густо сыра для всех. Уксус яблочный, но мы половину использовали, но все-таки возьмем он, вот как мука, возможно, у вас есть там 2 столовые ложки, ладно, бог с ней. А вот уксус все-таки пол пачки уксуса, 45 рублей. Без него не то, вот без этой кислинки, которая балансит сахаринку луковую, совершенно не то. Батон 14 рублей и бульонные кубики 28 рублей. Итого, друзья, вот такая вот порция одна, более 400 грамм еды, густого лукового супа, вкусного, нажористого, ароматного, с говяжьим, не знаю, ароматом, нажористостью бульонной, с луком, обжаренным на сливочном масле и с прованскими травами, где сверху лежит еще булочка хрустящая и засыпана сыром, но здесь я читерю, сыра, наверное, купить нужно в 2 раза больше, стоит
32 рубля. 32 рубля, точнее 30 копеек. Типа того. Честно вам скажу, я готовлю луковый суп раз третий в жизни. И каждый раз, я знаю, что поварешка, вот сам буду есть, поэтому пофиг. Каждый раз я немножко удивляюсь, типа, да блин, это ж лук, он ничего не стоит. Ну как же, блин, вкусно. Ну это ж лук, там же мяса нет. Блин, ну вкусно. Это же долбанный лук. Блин, ну вкусно. Я бы сказал, что луковый суп, вот этот французский луковый суп, одно из самых читерских блюд, которое придумано было, ну, крестьянами, нищебродами, жрать было нечего, там кушали репу, блин, да лапти обсасывали. Вот из лука научились варить супы. Это вкусно. Это, блин, вкусно. И прям порция, которой можно наесться. Ну ладно, не от пуза наесться, но очень крайне хорошо насытиться, стоит 32 рубля. Ну, на данный момент. Я, конечно же, желаю всем кушать только лобстеров, только черную икру и всякое такое. Но, если вы студенты, живете в общаге и денег нет, ставьте пальцы вверх общажному повару. Нет, серьезно, народ, все зависит от вас. Типа, вот я увижу, типа, о, народу нравится, много просмотров. Ставьте пальцы вверх, будут еще выпуски, у меня еще огромное количество идей общажного повара. Нет, неинтересно, да бог с ним на самом деле, мне все равно. С вами был славный дружа Обломов, кушайте много, кушайте вкусно. Ну хотя да, если брать в 2 раза больше сыра, чтобы на всех хватило мега сыра, то по 40 рублей будет стоить порция. Всем мир, готовьте лучше лобстеров. Я желаю всем готовить лобстеров, но если как бы денег нет и вы держитесь, то ну вот такие варианты есть. Всем пока.